Привет, друзья, Мирам на связи. А вот и обещанное дополнение к прошлому выпуску с майскими релизами. Еще одна порция новинок, на этот раз довольно мрачных. Ну а для начала зададим базу для последующих контрастов. Поговорим о свежем релизе французской группы Nocturnal Depression. Название номер раз – Nocturnal Depression. Это группа, исполняющая black metal, который, видимо, из-за своей среднетемповости и обилия медленных акустических вставок, частенько обзывают Depressive Black. И название номер два – Spleen Black Metal. Это их новый полновес. По идее, заголовок звучит как заявка на победу. Включать жанровые теги в название альбома могут или пафосные пионеры, или убер-отцы, которые знают, что их новый материал просто бомба. Nocturnal Depression определенно не пионеры, но они не по-французски статичны. Надежда разрушена, еще один типичный НДшный альбом. Впрочем, есть одно новшество. Nocturnal Depression полностью перешли на французский язык. А учитывая их весьма годный вокал, запишем им это в плюсы. Да и чего уж там, кому-то эта тягучая чернушка с не очень-то и злыми гармониями поможет упиться мрачными настроениями. Но на мой взгляд, если Nocturnal Depression будут продолжать в том же духе, то их карьера пойдет на спад. Ведь от подвальной сырости звучания они избавились, а зацикленный Блэк с современным вылизанным звуком исключит из фан-базы труёвых-то ребят. Мы этого дождались. В мае состоялся релиз очень часто запрашиваемого альбома Крода Генунга Гэп, Генунга Гальдер, Генунга Каос. Ну, прежде всего, это один из трех альбомов, над которыми Крода работал в последнее время. То есть группа оставила надежду на скорые ништяки даже для тех, кому новый полновес пришелся не по душе. Но и не из тех. Мне понравилось современное атмосферик-блэковое звучание Генунга Гэпа. Название, кстати, очень хорошо описывает музыку. Напористые рифы с первого трека вступают в дело и прекращаются лишь с окончанием альбома, задавая ощущение постоянного движения. А заправляет всем этим экспрессивный вокал Изенслава, чья лирика в определенные моменты, подобно заклинаниям, меняет ход музыкального течения. Увы, вышеизложенные высокопарные метафоры – это все, на что меня хватило в плане осознания концепта. Песни Крода всегда были концептуально сильны, и для полного их постижения не хватит прочтения пары статей в интернете. Вот и я не могу досконально анализировать изенславскую лирику, но мне это отчасти по фану. Я знаю, что у Крода для меня припасен философский потенциал, который в будущем поможет по-новому прочувствовать уже знакомые композиции. А это очень клевый экспириенс, сверх того, что и сейчас каждый их альбом неимоверно доставляет. И Генунга Гэп не исключение.
Ну и апогей сегодняшней мрачности и безысходности. Второй альбом грузинской пост-депрессив блэк группы Psychonaut 4. Ну, расскажу о том, как я подошел к новому альбому Dipsomania. У Psychonaut 4 в 2012 вышел улетный дебют Have a Nice Trip. Очень разнообразное и атмосферное творение, крайне советую ознакомиться. А не так давно у них вышло видео для Decade Dance. Довольно посредственная, на мой взгляд, вещь. Так должна звучать группа из умелых музыкантов, которые внезапно решили, а не поиграть нам что-то типа Life Flower. Да и сам видеоряд, ну, например. Что? Какого хера у них там происходит? Почему барабанщик отвалился и улыбается? Я, конечно, понимаю, что он там в трипе и все дела, но можно было переснять. В общем, к Dipsomania я подошел со здоровой долей скепсиса. И, как выяснилось, зря. Никакой заезженности или копипасты не обнаружено. Есть рифы в стиле Life Flower, есть убойные блэковые моменты, красивые акустические бриджи. Чувствуется, что каждый момент на альбоме проработан очень детально. Ну и, конечно же, вокал. Некто Граф фон Баффомет издает один из лучших, на мой взгляд, шрайков на всем постсоветском пространстве. Да и остальные вокалы, даже чистые, отлично отыгрывают свои роли в аранжировках. У меня, например, впервые было такое, что после второго прослушивания альбома подобного жанра я ходил и напевал песни оттуда. Конечно, некоторые русские тексты с непривычки, все-таки не часто у нас такую музыку делают, могут показаться наивными, но их прямолинейность в данном случае позволит русскоговорящим слушателям ощутить не только технический вокальный, но и лирический эмоциональный бэкграунд. Что мы имеем в итоге? Пособие о том, как не надо делать от Nocturnal Depression, новая ипостась творчества Кроды и отличный подгон боли и отчаяния от Psychonaut 4. А недавно нас постигла не очень приятная новость об отмене анонсированных концертов Годжира. Что-то у них там по семейным обстоятельствам. Но думаю, организаторы постараются привести этих ребят как можно скорее, а мы сделаем все, чтобы попасть на это шоу и сделать там MMM Live. Но особо расстраиваться не будем. Этим летом нас ждут Open Air Мото Малоярославец и Крымфест. Ну и про локальные концерты тоже забывать не будем, следите за нашими анонсами в будущих выпусках Metal Music Madness. И не забывайте поставить лайк и нажать на рассказать друзьям, если вам было интересно. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. С вами был Миран. До связи.